Доброе утро, друзья мои! Сегодня я покидаю индийский город Варанаси, в котором я приобщился к древней традиции кремации на берегу священной реки Ганг и поучаствовал в празднике Шивы. Сейчас я нахожусь в туристическом центре, где я покупал билет до Калькутты и где буду ждать своего поезда. Надо сказать, что данный зал ожидания разительно отличается от здания железнодорожного вокзала. Здесь хорошая отделка, шикарная мебель и хорошая система кондиционирования воздуха. Хотя рядом за дверью царит ужасная жара, люди спят на грязном полу, всюду грязь и зловоние. Могут же индийцы создать условия в отдельно взятой комнате? Почему не сделать это в других помещениях? Это вопрос открытый. Но по моим заметкам, самим индусам вовсе не нужен комфорт и благополучие. Их все устраивает. И поэтому, видимо, государство не торопится заботиться о своих гражданах, которые не проявляют должного участия в жизни страны. Добрый вечер. Ну что же, снова вокзал, снова поезд, снова обезьяны, которые трескают лепешки на заднем плане. Ну а я жду свой поезд до Калькутты. На текущий момент мой поезд задерживается уже на 2 часа. Забавные обезьянки, которые крутились возле меня на платформе, сбежали, и вместо них набросились молодые индийцы с очень плохим английским, но зато с очень большим желанием со мной пообщаться. Такое общение стало немножко в тягость, и я решил ретироваться в уютный зал ожидания для иностранных туристов. Тем более, что есть подозрение, что 2 часа – это еще не окончательная задержка моего поезда. Что ж, подтверждается информация о частом и долгом опоздании поездов в Индии. Наверное, именно поэтому это страна медитации. Потому что если ничто и никуда не едет, остается только медитировать. С опозданием в 3 часа, наконец-то мой поезд до Калькутты прибывает на перрон. Ну что, я нашел свой вагон, и сейчас надо его догнать и заселяться.
моя. Доброе утро, друзья мои! Я прибыл в Калькутту, которая носит статус культурной столицы Индии, подобно Санкт-Петербургу в России. И так же, как Санкт-Петербург, некогда была столицей индийского государства. По прибытии в Калькутту я решил сразу приобрести билет до следующего города. Однако меня постигло разочарование. На станции мне сказали, что билетов нет. Я закатил бучу, прошел туда к ним в офис, попросил показать меня программу на компьютере, где показывается доступность билетов. Ну и, собственно, как я и думал, на компьютере в программе указывается, что доступно 4 билета для иностранных туристов в нужный пункт мне назначения. Однако меня все равно посылают в туристический офис в городе. Вот это, пожалуй, добивает больше всего желание навариться и озолотиться на иностранных туристах. В этих офисах мне продают билеты просто в 3 раза дороже, чем этот билет стоит на станции. Но как я не ругался и не топал ногами, билет мне так и не продали. Даже не знаю, что делать. Поскольку Калькутта была некогда столицей колониальной Индии, она сохранила в себе множество памятников той эпохи. В частности, главной ее достопримечательностью является мемориал королевы Виктории и императрицы Великобритании, в честь которой и был построен этот роскошный дворец.
похоже на статую, не правда ли? Новое слово в прокладке оптоволоконных связей. Для увеличения стабильности интернет-соединения медиаконвертер размещается в мусорке рядом с пустыми бутылками и объедками. Узел связи по-индийски. Ну как вам вот такой вот трэш? Жуткое место. И это набережные реки. Как, впрочем, и все реки в Индии в черте города. Они вот все вот в таком состоянии. Я ненавижу Индию. После посещения мемориала Виктория хотелось бы сказать, что это действительно достойный памятник некогда былого могущества Британской империи. Торжество белого мрамора. Нечто похожее, но Тадж-Махал. Такое же великолепное и величественное. Однако, это, пожалуй, единственный островок культуры, оставшийся после ухода Великой империи. Итак, в каждом городе. Калькутта в этом плане не исключение. И, конечно же, она не является никаким оплотом культуры, как ее называют в интернете. Да и, собственно, во всей Индии ни о какой культуре не может быть и речи. Сохранились только отдельные островки достопримечательностей, которые ухожены и за которыми следит государство. Быть может, я буду очень резок в своих высказываниях относительно Индии. Однако оправдались мои самые худшие предположения. Страна оказалась одной большой помойкой. Я нахожусь здесь вот уже почти месяц и увидел достаточно, чтобы сделать вполне взвешенный вывод. Конечно же, мое мнение весьма субъективно, и вы можете с ним не согласиться. Однако то, что я увидел, позволяет мне сделать именно такие выводы. Возьмем, к примеру, достопримечательности. Да, за огороженным забором и колючей проволокой они прекрасны, ухоженные и красивые. Но шаг в сторону за ограду, и ты попадаешь в вонючую помойку. К примеру, в Нью-Дели. Правительственный квартал. Это имперские здания.
времен Великой Британии, где царит чистота и спокойствие. Нет бомжей, людей. Все прекрасно и замечательно. Однако, выйдя из этого квартала, попадаешь в помойку. Агра. Ее великолепный Тадж-Махал и раскинутый рядом парк. А вокруг та же самая помойка. Калькутта. Величественный мемориал императрицы Виктории. Шикарный парк, пруды, сад, бассейны, цветники. А вокруг все та же помойка. И так повсеместно. Теперь, что касается людей. Это отдельная история. Их поведение в общественных местах весьма стрёмное. Да и дома, думаю, тоже. К примеру, принимая пищу в поездах, копаясь рукой в жирном рисе, закончив трапезу, они вытирают свои грязные руки об занавески на окнах, где сидят рядом другие люди. Такие же индусы или вот, например, иностранцы, такие как я. Сами вагоны в поездах, такое впечатление, что не убирались и не мылись со дня их производства. Всюду какие-то масляные и грязные пятна, а под полками слой грязи и пыли в сантиметра 2. Раздеваясь, стрёмно ложиться и спать на таких, с позволения назвать, кроватях. В тамбурах стоят мусорки, однако стаканчики из-под кофе и остальную грязь или пустую посуду они выбрасывают под те же полки, вместо того, чтобы отнести их в это самые мусорные ведра. Почему-то индусы все свои действия сопровождают никчемной и громкой озвучкой. Кряхтят, урчат, рыгают, сопят и тому подобное. Делают это, на мой взгляд, даже излишне демонстративно. И это очень раздражает. На самом деле, меня это все очень достало. Я ненавижу Индию. Сейчас я понимаю, что моей великой ошибкой было заложить на путешествие по Индии 2 месяца, а может быть даже больше. Вполне хватило бы посещения нескольких основных городов. Но я выбрал для себя путь вокруг Индии, и, к сожалению, придется его пройти, хотя с Индией для меня уже все давно понятно. И лишний день пребывания здесь – это мучение. Я вот сейчас вот иду и не дышу, потому что вздохнуть — это равносильно смерти. Здесь стоит такое зловоние, что это просто капец. И это одна из центральных улиц Калькутты. Проспект.